Броненосец Билли и его подруга Шерил мирно и счастливо жили в Техасе. Но однажды Шерил была похищена негодяями из банды Черного Боба. Билли решает спасти Шерил, вернув ее домой в целости и сохранности. Я шел в ларек как герой. В кармане шуршали последние деньги, в голове мечта. Возьму Супер Марио 4. Приду домой, включу, и жизнь наладится. Оценки выправятся, мама перестанет вздыхать, а физрук вернет мяч. Сильный план. Включаю, и на экране прыгает броненосец в ковбойской шляпе по имени Билли. Марио, видимо, ушел в декрет. Пираты не соврали, просто перерисовали чужую игру «Армадилло» под Марио 4. Маркетинг уровня «Сюрприз в сосиске». Официальная игра японская, 1991 от IGS и AIM. Сюжет, как у отличника по литературе. Билли ищет любовь в своей жизни Шерил. Похитил ее злодей Фотмодила. Если он похудеет, мироздание посыпется. Миры перелистываются как альбом. Пустыни, пещеры, даже Нью-Йорк и, конечно, казино, чтобы боль ощущалась глобальнее. Я звал это «Марио с похмелья», но разработчики скромно шептали «платформер с картой мира». Геймплей. Тут мне объяснили, что крутиться в шар — это круто. Жмешь «Б», сворачиваешься, подпрыгиваешь выше, катаешься, атакуешь, иногда неуязвим. Проблема в том, что шар скользит как совесть одноклассника. На изогнутых платформах Билли катит меня туда, где меня нет. Полуроков я провел, выясняя, когда быть человеком, а когда шариком. И почему шарик — это чаще нет. Да, где-то рядом дышит еж с Сеги. Но я школьник, мне бы домашку сдать. Потом меня подсадили на бафы. Газировка дает неуязвимость, пока не поймешь, что в реальной жизни от газировки иммунитет только у прыщей. Ботинок ускоряет. Мечта по утрам на первую пару. Зеленое зелье меняет уязвимость. Теперь шар слаб, человек силен. Где-то между блоками лежат еще доп. Жизни, а кубики со случайными числами — это мини-лотерея для тех, кто любит считать очки вместо собственных двоек. Самое милое — животные формы. Хочешь — будь кенгуру, прыгаешь высоко без шарика. Хочешь — рыбой, плавай как нормальный, а не всплывай как поплавок на контрольной. Хочешь — птицей, планируй половину уровня. А если надоело — улиткой. Карабкайся по любой стене медленно, гордо, как отличник к доске. Все по-взрослому. Носить можно только одну форму. Учись выбирать будущий электорат. Встретился зонтик — переключил форму. Нажал вверх в падении — Париж, будто у тебя есть время на подумать. А вот карта мира почти честная. Босс двигается на одну клетку каждый раз, когда двигаюсь я. Если перехватываю его раньше, можно скипнуть половину уровней и уйти в закат, как бюджет на школьный ремонт. Еще прячутся инопланетяне. Дотронься и катайся на НЛО куда угодно. Учебник географии плачет. Так можно было? Боссы — это зоопарк, где каждому выдали огнестрел. 3 попадания, и зверек идет обедать. Исключение 2. Меха-толстяк Модила и финальный толстяк Модила. Им нужны диеты и побольше ударов. Финал особенно воспитательный. Уворачивайся от его отскоков, жди, пока он шмякнется в собственную яму, прыгай сверху, повторяй, пока не почувствуешь себя стоматологом. Потом злодей плачет и извиняется. Мол,
Шерил похитил, потому что хотел свою девушку. Я, если что, последние деньги потратил на Марио 4. Плакали оба. Недовольство уровня «позовите директора» пришло позже. Во-первых, повторы. Ловлю себя на том, что многие этапы — это дежавю в школьной столовой, все те же булочки. Во-вторых, скачок сложности под конец, как если после алгебры тебе задают внезапно теорию хаоса. Враги появляются там, где их не видно, платформы прячут в себе сюрпризы, а ты учишься по методу «ошибка, смех, ретрай». Я взрослел на глазах у телевизора. И все же, когда отпускаешь злость за фальшивого Марио, встает другая правда. Игра яркая, разноцветная и местами умная. Механики работают, миры меняются, музыка бесит, но терпиво. А структура с погоней за боссом по карте – прямо взрослое решение. Не Соник и не Марио, конечно, но фанатам старой школы точно зайдет. Если бы ее выпустили у нас тогда, уверенно обсуждали бы на переменах, а не только в подземельях интернета. Я бы все равно сердился, но уже по любви. Вердикт школьника. Меня обманули, но я прошел. Денег нет, нервов чуть меньше, опыта вагон. В дневник поставлю 4 с минусом и подпись «За стиль и смелость идей». За скользкий шар в угол. А пирату из ларька передам: «Дядя, у меня тоже есть шар, если что, заеду поговорить».